Привет, вы смотрите проект Power Device, здесь мы прокачиваем наши Android-телефоны, сейчас мы поговорим о смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco, а в частности о HyperOS 1 и HyperOS 2, как изменять на них шторку, центр управления, а также покажу, как установить вот такие эксклюзивные анимированные значки. Посмотрите, на моем телефоне Redmi Note 13 Pro Plus установлена оболочка HyperOS 2. И у многих пользователей возникает такой вопрос, как же изменять шторку на HyperOS 2. Сейчас обо всем об этом вам расскажу. Смотрите ролик до самого конца, чтобы ничего не пропустить, чтобы было все понятно. Итак, давайте пойдем по порядку. Смотрите, у меня есть вот такие эксклюзивные значки из китайской темы. Они выглядят очень стильно и у них хорошие анимации. Также, забегая немного вперед, скажу, что эти значки связаны вот с этой шторкой. Просто так такие значки не установить, они подменяются через бэкап. Это делается очень просто. Зайдите в настройки, о телефоне, резервирование и восстановление, мобильное устройство. Дождитесь подсчета. Далее здесь спускаемся вниз, снимаем вот эти галочки. Нажимаем другие данные системных приложений. Продвигаемся в самый низ, находим темы, ставим на них галочку «Создать резервную копию». Нажимаем «Завершить». Далее идем в проводник, хранилище, находим папку MIUI, Backup, All Backup. Здесь-то и должен появиться наш бэкап, который мы только что создали. Вес его зависит от того, сколько тем у вас скачано на телефон. У меня очень много тем, поэтому он тяжелый. В общем, на всякий случай нужно вот эти два файла выделить. Нажимаем «Еще», «Копировать», «Внутренний накопитель». Здесь вам нужно создать какую-то папку. Для этого нажмите плюсик. У меня папка уже создана. Мои темы бэкап. Нажимаем сюда «Вставить». Название этой папки не важно, и где она будет находиться также не важно. Это нужно только для вас, на всякий случай. Далее в моем телеграм-канале вам нужно скачать вот такой файл. Весит он всего 150 мегабайт. Ссылка будет в описании. Не забудьте подписаться на мой телеграм, чтобы не пропускать ничего интересного. Также отмечу, что если вы скачали этот файл, но не можете его найти, зайдите в проводник, хранилище, папка Download, Telegram. Именно там он и будет лежать. Выделяем его. Еще. Копировать. Внутренний накопитель. MIUI. Backup. All Backup. Вставить. Двигаемся дальше. Вот это тот файл, который мы создавали со своих тем. Наш бэкап. Его нужно выделить. Еще. Переименовать. Здесь обязательно все нужно выделить до точки. Точку не затрагиваем. Нажимаем «Копировать». Отмена. Теперь этот файл, с которого мы скопировали название, нужно удалить. А в этот файл, который вы скачивали у меня, вставить это название. Еще переименовать. Здесь также все выделяем до точки. Вставить. Окей. Мы уже все сделали. Теперь идем в настройки, о телефоне, резервирование, мобильное устройство. Сверху «Восстановить». Убедитесь, что у вас здесь выбраны темы. Восстановить. Завершить. Все важное мы сделали, осталось только настроить. Идем в магазин тем, нажимаем вот эту сноску, темы. И здесь, по идее, у вас должно появиться несколько новых тем, и все ваши темы при этом должны остаться. Итак, сперва рассказываю, как изменять шторку на HyperOS 2. Раньше, когда были версии MIUI и HyperOS 1, мы заходили в компоненты, строка состояния. Здесь, например, выбирали какую-то тему, и у нас изменялась шторка. Вместе вот с этой строкой состояния. Но сейчас в HyperOS 2 шторка меняется немного по-другому. Смотрите, нужно зайти в темы. Например, выбираем вот эту тему, китайскую, которую мы только что подменяли. Вот стандартная классическая шторка HyperOS 2. Нажимаем «Настройки». Здесь снимаем все галочки. Оставляем только значки. «Применить». Этим самым мы только что решили две задачи. Теперь выйдем на рабочий стол. У нас изменилась шторка, а также установились вот эти значки, о которых я вам говорил. Значки действительно эксклюзивные, в них очень интересная анимация.
Это еще не все, друзья. Вернемся в магазин тем. В общем, суть в том, когда мы заходим вот сюда в темы, например, сейчас я применю вот такую тему, вот ее название, если что. Нажимаю настройки, оставляя только значки, применить. Шторка у меня изменяется. Но обратите внимание, что именно строка состояния не изменяется. И теперь для того, чтобы изменить именно строку, шагаем назад, заходим в компоненты, строка состояния. Одна из моих любимых это Classic 7. Нажимаю применить. Опа, строка состояния изменилась. При этом, кстати, шторка может поменяться на классическую. В этом нет ничего страшного, просто опять идем в темы и, например, снова применяем Classic 7 через значки. Вот так. Шторка снова поменялась. Но пока что минус в том, что когда вы изменяете значки, изменяется шторка и, естественно, изменяются значки на рабочем столе. Лично я у себя на телефоне выставляю в компонентах строка состояния Classic 7. Потом иду назад и ставлю значки вот от этой китайской темы. Получается у меня вот такая строка состояния, как у айфонов. И вот такая шторка. А также остаются эксклюзивные значки. Также обращаю ваше внимание, если у вас HyperOS 2 и вы поставили строку состояния Classic 7, то на многих телефонах вам придется включать темный режим, чтобы она применялась. Видите, я выключил темный режим, строка изменилась. Теперь я включаю темный режим, вот эти иконки становятся как на iOS. Пока мы разговариваем про шторку, если вы первый раз смотрите мой канал, и у вас вот здесь в шторке есть две дополнительные плитки, которые мешают. Так вот, я уже снимал ролик и показывал, как их убрать. Если что, ссылку на это видео оставлю в описании. Друзья, если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на этот канал, на мой телеграм-канал. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.